Так, включаем запись еще одну. Может, зальем еще одну The War карту, посмотрим. Так что, в принципе, у нас на ютубчик есть что залить. Так что в пятницу критануть может, но надеюсь, не кританет. Надеюсь, критулечки не будет. Надеюсь, критулечки не будет. Она нам не нужна. Давай, шеф, загружайся. И поехали. Нет, не один. Потому что надо было мне перезайти, наверное. Ну... Так, ну, шеф, давай загружайся. Он же не шнуродер. Надеюсь, он оживет сейчас. Я, если честно, мне подозревать, конечно, мне кажется, на рынке столько читеров сидит. Это просто, я не знаю. Мне кажется, очень много читаков сидит на рынке прям. Вот этот шеф, мне кажется, один из них. Просто, наверное, не выключил, либо еще что-то. Ну, я не знаю, там у каждого по-разному. Мапхакер, ну я не знаю, что, ну мне кажется, Фрид, хотя, видишь, у него вон этот обнуляется, может он грузится так долго, не знаю, может у него там комбайн стоит какой-нибудь там 2001 года. Ну, надеюсь, что загрузится парень. Держим за него кулачки. О, он загрузился, да, у него просто у него просто древний компьютер. Все нормально. Ух, нифига себе, вот это фартануло. Вот это мощно. Ой. Давай так. Хафайт игры таких накол на дно, я не знаю, ну, просто мне кажется, что все-таки, ну, это жесть, конечно. Но читаков, мне кажется, много на рынке. Ну, не знаю, я, может быть, не прав, но я почему-то думаю, что читаков уймища там. Так, это я против кого? Глискура. Ух, мне кажется, меня выносит. У него тут два этих великана он построил. Еще и только копьеметатель. Я думал, мне повезло. Но тут что-то все печально. Я только половину хп сношу. На рынке МХшеров дофига. Но мне тоже кажется, дофигища их просто. Так, кем мне вот этих великанов теперь контрить? Кого мне строить-то, блин? Ментов, что ли, строить? Я не знаю. Но ментов сейчас будем строить. Что, у них лайфстил есть. Сейчас ментов будем строить. А, взорвать я не могу, 1000 надо. Ну, это, конечно, жесть. Я за 2 года на рынке столько их встречу, сколько у Сани людей на стримах не было. Фу, это я чё, прям это, у меня что, так много людей сидит на стриме, что ли, я тебя умоляю. Поверь, у меня немного сидит. Бедного этого Энта его зарежут, конечно.
Да, ну, конечно, эти великаны жесткие. 1000 людей с МХ и точно встречал, но... Ну, такое количество у меня точно никогда не будет. Так что здесь можно быть спокойным. Не столько за все время. Ну, что-то Глискур мощный. Мне кажется, мы тут тунца сейчас отхватим. Потому что, мне кажется, сейчас кадойчик свои 13 косарей, конечно, он прям это... Так очень... Прям так очень, так сказать, это... Так, а что он сделал? Я же этот, построил второго этого мента, по-моему. Ты чё делаешь? Я этого, Кадой, ты чё, ты зачем моего этого продал? Он что-то делает тут, он тут крутится. Но я помню, Энто строил. Во, все построил. Фу, блин. Что происходит вообще? Ух ты, а тут, кстати, он повелитель могил есть. Не, тут просто столько этой всякой хрени, что тут забей. О, вот, ну хочешь сказать, не грустная песня? Уже слезы наворачиваются. Уже прям хочется рыдать. Да ё-моё, да кто тут вот... Оставь меня в покое. Да я построю своего Энта. Вообще не дают Энта построить. Огонь впервые вижу. Старый притом очень сильный. А кто старый и сильный? Кто от количества бустится? А, ну вот они как раз эти вот двое из ловца все равно 3 на 3 получилось. Как ни крути, эти двое все равно. Охотницы. Ну тут он как ни крути, все равно он это... Что тут у нас, как дела? Ох, все фигово. Фокусник агрессивный, поехавший. Неудивительно. Ох уж эти фокусники. С ними всегда что-то не так. Не, ну у нас 3 на 3 как раз получается. Вот эти двое из ловца, они как раз ливнули. Как раз тупо наши получается 3 на 3. Ё-моё. Тяжко. А ничего не сделаешь. Сейчас кто-то 12 косарей сольет, но он близок к этому. Кадойчик еще никогда не был так близок к сливу, как сейчас. Там просто сейчас все как стервятники раздерут эти все 12 косарей кадойчика.
А то как никогда сейчас потеет вообще, там просто в поте лица сидит, сейчас прям мучается вообще, скажет. Я не дам им ни одного балла, они не получат его. Ну я тогда себе точно хейтера заведу. У меня точно, наверное, будет один Саня ненавистник, точно это. Это будет кадойчик, вот по-любому. Да я не знаю, вот с этими баллами, конечно, это жадными очень стали. Здоровье убавляется он. Надо как-то его апнуть, что ли, короля. Регенерацию хотя бы на единичку качнуть. Пусть выхиливается. Ну а чё Саня рак-то? Чё Саня рак-то начинается? Ну, у тебя крутые челики какие-то идут вообще мощно. Я стану хейтера, если он не начнет серьезно играть. То поверь, единственный, кто здесь из нас троих сейчас серьезно играет, это как раз таки Кадойчик и есть. Я просто киберспортсмен. Тут одни киберспортсмены. Что ты хочешь? Что тут происходит? Потому что два генерала это серьезность. Кадойчик он в поте лица тут за троих играет просто. Ох, я помню вот этих вот строил, они мне прям тоже нравились, но они что-то какие-то они какие-то такие были, не ахти. Сейчас еще на единичку надо будет. Вот все. Ух, ё-моё, вот это на него компаха тут идет. Ух, жалко короля. Хотя он вроде пока отбивается. А знаете, как вот может, вот мы сейчас тунца отхватываем, а потом в один момент раз, и, короче, прям вот из-под тишка такой разворот раз, камбэчик будет, и прям сразу просто как волной их просто бабамс, и все, они просто в шоке будут. Они вот сейчас играют на расслабоне, короче. А мы их, короче, раз с лету, и все, и потом затащим. Жадность сгубила. Не знаю, что его сгубило. Но жадность это точно. Давай, давай, живи, живи. Саня, если что, придется тебе ставку закрывать. Я соблазнился. Ну окей, ладно.
Прям отличная музыка, прям после той грустной. Не знаю, дает небольшой каламбур, конечно, здесь происходящему. Видите, я же сказал из-под тишка. Передай Кадойчику, если он выиграет, то я буду Кадой всегда считать самым лучшим. Ну, кстати, он бугаев дошку построил. Дошку он, кстати, дофига бугаев построил. Спасибо, что передал, да ладно, не за что. Обычно я еще в таких случаях говорю 100 рублей, но здесь не буду говорить. А то это будет звучать как байт. Поэтому не буду говорить. Бугаи дикие. Музыка вообще не подходит к моменту. Не знаю, по-моему, наоборот, каламбур добавляет. По-моему, она наоборот какой-то каламбур добавляет. А против кого зеленый? А, он сейчас вообще просто против никого. То есть почему короля никогда никто не контролит? А что его контролить? Он машет и машет кулаками. Что его контролить-то? Зачем? Это ж не этот... Не легион ТД. Так что тут нечего махать. Так, надо что-нибудь отправить им. Клуб строить не может. Ты про меня, что ли, говоришь, или что? Могу, но мне не дают строить. Я поэтому в роли комментатора тут больше выступаю. И наблюдателя. Но мне так, конечно, еще больше нравится это все. Просто сидеть, балаболить и все. Кстати, вышел коряк на Reforged, он, по-моему, давно уже вышел коряк, если не ошибаюсь. По-моему, он уже давно крэк вышел. Ну, чтобы вот именно по интернету... Да, по-моему, нет еще по интернету, чтобы в него можно было играть. Там онлайна нету.
в крэке. Но он говорит, сейчас в лане можно играть теперь все. Говорят, теперь можно. Скоро хочет проверить, как на нем работает коннектор. Ну, вперед! Флаг вам в руки, как говорится. Минус контрол и номер, если... Если контрол хочется взять. Да ладно, пусть потеет, парень, это все. Мне наоборот так даже лучше сидишь, просто балаболишь и все, и смотришь. Ладно, что там парнишка поставил столько баллов все свои, пусть в поте лица это борется за них. Я не хочу ему специальных сливать как-то. Поэтому пусть потеет. Телефон уже говорит, скоро спать надо ложиться будет. Суркот создателей ринки, если что, бирюзу строить не может, а он ливнул. Это ливер. Это фокусник, по-моему. Да, это фокусник, он ливнул. Поэтому он и не может строить. Он ливнул. Там 300. Вы за него не можете. Нет, за него не можем, нет. За него не можем. Что за бред в новой версии добавили? В плане, что за бред? Какой бред? Это, по-моему, давно уже было. То, что типа за ливер нельзя строиться. За ливерную колбасу никогда нельзя строиться. Ну, я не знаю, может, я, конечно... Может, другие версии так активно играют, но, по-моему, за них никогда нельзя было играть. Покликаем тоже. За ливеров не можно, ну вот, я и говорю это. Змеиная ловкость у него. А за здесь синхрому можно. Тут ливер сносит, а противник ослабляет. Вроде строил такой вариант сделал. Ну это, конечно, фигово тогда. Ну, конечно, тупо бабок, там фри бабки, конечно, получает с другой стороны. Потому что у него вся волна идет, и он просто бабки получает за это. Он битва не на шутку, он идет.
то есть такая шиза, которая она у меня. Ну, прям битва века прям. Я думал, будет изи катка какая-то, все, а тут вон это. Лена получает деньги за проход, но я думаю, да, а как же? Ну, у него ж юниты проходят через этот. Мне кажется, он там просто изи получает и все там проходит и легко проходит. Ну, в смысле, деньги за каждую юнита получает. Вон, видишь, вон они у меня прошли, получили 6, 4, 10. А у него они просто все проходят, он просто сатыгу где-нибудь минимум получает. Если не 150 за один проход. Как-то странно давать деньги за то, что он просто построил и проходит через ливера, у него нету юнитов. Но это типа мини-награда, наверное. Потому что это типа считается как убийство, но тут же, видишь, ты моба вражеского убиваешь, получаешь за это бабки. Но так как моб живой остается, то бабки получаешь ты. Потому что его-то нету. Моб пропадает на этой волне. И враг его не убивает. Значит, соответственно, кто-то должен получать. Ну, честно, я не знаю, чувство я выбрал два варианта и прописал, настраивал он уже. Короче, в любой непонятной ситуации виноват Ствел. Все на Ствел валить. Купи ауру на скорость атаки. Купил. Все, отдыхай. Окей. Все, готово. Все, здесь свою миссию сделали, короче. Все. Вот такие игры я люблю. Вот это все. Сидишь просто, балду гоняешь, смотришь, а за тебя тащит. Вообще, ну что может быть еще лучше, как бы, вот вообще все. То, как я в этом плане, что на него, как и на меня, все ошибки сваливает. Ну, я смотрю, ну чё, ну такая вот тяжелая участь Твела. Быть во всем виноватым. Тяжелая участь картоделов. Ой, не говори вообще. Неблагодарно это дело. Так, Блудворд залагал. Блудворда критануло. Дропаем. Ну тут похоже, как я и говорил, будет удар из-под тишка. Там кадойчик просто уже использует эти хакерские атаки. Он взломал комп Блудворда и заставил его ливнуть.
Ох, это тут битва, конечно. Вот это тут, конечно, битва. Слушайте, у меня столько дерева, надо что-нибудь юзнуть. Отправлю, не знаю, может он, конечно, на что-то копил дерево. Я поломаю кадойчика. Так, ну что начинается вот это вот? Я ничего не делать, в смысле ничего не делаю? Я комментирую. Ножка, не смотри туда, пожалуйста. Нет, ропать я никого не буду. Самое удивительное, что у меня комп тащит это все. Убил? Нет? Нет, не убил. Комара не убил, зараза. Будет летать, тварь. Ну, конечно, в идеале завалить. Его бы в идеале завалить. Не, ну тут с баллами Саня решает. Я поддался соблазну. А какой команды дроп? Ну, вообще, тут двое ливнули просто. Как бы один у нас, один у них. Но тут сейчас у Бутлорда этот, как его, критульчик сработал. Не, ну у них-то, по идее, можно контролить за этого, за Бутлорда. Когда я задудвасил. А ты за нас был? А, слушай, да, он за нас был. Бутлорд за нас был. Да, точно, а я думал, ты за них был. Ну, тогда тем более, да, 2 на этот... 2 против 3. Но все-таки Кадойчик смог отбить свои баллы. Сейчас, одну секунду, иди сюда. Ура, ура, убил комара, ура. А все ништяк. Так, ну чё? Все, здесь Кадойчик победил. Так, запись останавливаю.